Да, прям потихоньку вообще. Опа, обломил. Смотри-ка. Какой он усталый был, да? Ни на чем почти не держался. Приехали. Ладно. Привет! Сегодня мы будем заниматься заменой шаровой опоры. Я уже снял колесо и для безопасности бросил его под машину. Поставил дополнительный домкрат. И находим нашу шаровую опору. Она находится между поворотным кулаком и нижним рычагом. Прямо вот здесь. Угу. Сейчас здесь все надо будет зачистить как следует от грязи, от пыли и пролить ВДшкой, дать немножко покиснуть. Это очень важно. Шаровую опору держит вот одна гайка снизу и вот этот вот болт. С помощью разных щеточек и насадок все зачистили. Теперь на помощь приходит ВД, как всегда. Самое главное, чтобы немного откис болт, потому что он заходит как раз вот внутрь вот этой чугунины, и если его там провернуть, можно обломить как на раз-два. Если этот болт хорошо закис и захряс внутри, и приложить избыточные усилия, его можно обломить. Если такое произойдет, придется высверливать, засверливаться и уже экстрактором пытаться выкручивать его. Вот, такого бы не хотелось, поэтому дадим ему как следует прокиснуть. Я совсем не сказал, как же можно определить, когда выйдет из строя шаровая опора. На самом деле она сама об этом скажет. Вы всегда будете слышать на кочках такое бренчание, тук-тук-тук. Вот, поэтому, как только такое произошло, можно подъехать и вдвоем проверить. Один раскачивает машину, а другой уже залез и посмотрел. Можно просто пальцем приобнять шаровую опору по резиновому пыльнику и почувствовать вот этот стук, который отдается там. Если такое есть, то требуется замена. И я настоятельно рекомендую не тянуть с заменой шаровой опоры, которая уже выходит из строя, потому что она, может быть, еще только-только начинает стучать, да, но она потянет за собой остальные элементы. То есть этот стук будет передаваться потом, возможно, на шрус, на другие, на косточку стабилизатора, которую мы недавно меняли. Кто не смотрел видео, посмотрите, кстати, вот она. Все с ней пока хорошо. Так что сварка моя держит, никаких трещинок не появилось, не переживайте. Также еще можно взять монтировку и просто снизу, у кого есть яма или подъемник, поддеть и посмотреть. Если есть люфт, когда вы нажимаете, когда машина стоит на колесах, то все, она требует замены, потому что никакого люфта в шаровом механизме быть не должно. Конечно, не хочу никого пугать, но если шаровая опора только-только застучала, то еще можно какое-то время поехать, потому что заказать нужно запчасти. Я заказал вот ТРВ, мой выбор пал, тоже ждал там около недели, потому что по отзывам посмотрел, как всегда, говорят, что это одна из самых надежных фирм. И, как они сами о себе говорят, оригинального качества. Ну, то есть, прям вообще хорошо. Смотрите, уже болт дополнительно идет. И я тоже вот настоятельно рекомендую. Если вы меняете шаровую опору, меняйте болт. Потому что он вытягивается при затяжке. Потому что на него идет 50 ньютон-метров. Да? Вот здесь вот он идет. Он вытягивается и может запросто при скручивании либо закручивании обломиться вот в этом месте. Этого очень бы не хотелось. Поэтому поменяем обязательно. Угу. Шайбочка, проставочка есть. Чего нету, так это контур гайки, да? Чего нету, так это вот этого вот контур зажима. А здесь есть отверстие под него, нет? А под него и нету никакого отверстия. Понятно. Хорошо. Ну вот она. Не провернешь ни в какую. Сколько бы усилий не прилагал. Хорошая, отличная. Но выглядит неплохо. Ну, когда мы ее сейчас установим, она, конечно, вот это просядет вот так вот. Ну, хорошо. К ней мы еще вернемся. Выбирайте такую шаровую опору, какая вам подойдет. Кстати, эта шаровая опора подходит идентично как с левой, так и с правой стороны у нас. Поэтому я буду менять только с правой стороны, там, где она вышла из строя. Я проверял слева она в порядке. То есть буду... Конечно, может кто-то скажет, что ну, правильнее было как рулевые наконечники. Поменял левый и меняй правый. Но у меня оригинальный стоит с левой стороны, да и этот тоже оригинальный.
И если он еще рабочий, менять его не вижу необходимости. Вот. Поэтому сейчас поменяю только с правой стороны и избавлюсь от этого стука. Мне очень нравится, что Subaru уже на протяжении долгих лет держит свою шаровую опору как отдельную запчасть, потому что некоторые производители, делают, допустим, ее с какой-то площадкой, тоже съемной, там она на 3 болтах, тоже годится. Но некоторые стараются так сделать, что придется менять и перепрессовывать весь нижний рычаг. Непонятно мне такое решение, но у Subaru, у наших японцев любимых, у них все вот как бы продумано, инженеры более подходят грамотно к этому вопросу для того, чтобы можно было, в случае необходимости все поменять, все взаимозаменить и отремонтировать с наименьшими потерями. Молодцы! И еще одно. Если на все забить и не менять вообще шаровую опору, то может приключиться, что настолько сильный будет износ внутри вот этой втулки, она настолько разобьется, что шар может просто выпасть. И если произойдет рассоединение, обычно это бывает на ходу, то колесо, оно оторвется, выйдет сюда. На моей памяти, где-то, наверное, раза 2-3 я точно наблюдал такую картину при повороте, ВАЗ 2106 или там 2101. При повороте у них вот это рассоединение было шаровой, и колесо, получается, выдавливается сюда, то есть оно больше уже не удерживается за нижний рычаг. И, соответственно, подарку вот так вот стопорится, и все. Машина самостоятельно своим ходом уже не может ехать, да и буксировать ее на эвакуатор тоже проблематично. И, конечно, наверное, на каких-то высоких скоростях произойди такое, это даже небезопасно крайне, может привести к ДТП и печальным последствиям. Поэтому услышали стук, проверили, заменили при необходимости. Ну что, наша ВДшка уже сделала свою работу, начнем откручивать болты и гайки. Нижняя гайка у меня здесь на 19. Шплинт вот этот не совсем получилось вынуть, он внутри обломился, поэтому придется приложить усилия, конечно. Чик-чик-чик-чик-чик, все правильно. Мой удлинитель всегда срывает все гайки, да? Хорошо тут видно, да? Да. Приветствую. Вот отсюда попробуем. Отлично. Так, теперь самое интересное, самое сложное, да? Это вот этот болт на 14. Я, пожалуй, возьму длиннее головку. Сейчас попробуем сначала его сорвать. Очень важно при таких закисших болтах, гайках, чтобы сама головка полностью зашла внутрь, чтобы не получилось, что она слезала грани. Если такое произойдет, пиши пропало. Так, опять же. Хорошо сидит там. Давай с удлинителем. Смотри. Видно мой удлинитель? О, хорошо, как сидит там. Хорошо. Давай попробуем немножко по нему побить. Да? Не хочу, чтобы он обломился. А гайковер там, не? Попробуй гайковер туда. Вот он. От удара, от биения, может быть, он хотя бы попробует.
Ладно. Еще раз ВДшкой. Хорошо. Сидит. Кажется, что-то идет, да? Потихонечку. Очень туго. Да, прям потихоньку вообще. Опа, обломил. Смотри-ка. Какой он усталый был, да? Ни на чем почти не держался. Приехали. Ладно. В общем, случилось самое страшное. Когда приложил немножко усилия, мне показалось, что болт пошел. На самом деле он раз и обломился. Вот. Ну, ребята по гаражу, дружки мои, дали экстрактор. Вот он как раз на 6-8 миллиметров. Сам болт получается по резьбе на 10 миллиметров. Поэтому сейчас я аккуратненько засверлю. Вот у меня тоненький, потом разойдусь вот на 6 миллиметров. И попробуем еще раз. ВДшкой я прошелся для того, чтобы он еще подкисал. Вот такая вот ерунда неприятная. Ну, будем выходить из ситуации. Что делать? Будем выходить. Пожелайте удачи. В общем, ситуация следующая. Экстрактор чужой я сломал. Ну, он достаточно маленький, 6-8 миллиметров. Нужно что-то вот такое вот, да. Вот. Но у меня, к сожалению, сейчас нет его с собой. Все магазины закрыты. Сверлил я, получается, с этой стороны, где мне было удобно, где как раз вот головка оборвалась. И вот теперь там экстрактор, он сверлится ужасно плохо. И я умудрился просверлить с обратной стороны, потому что, ну, как видно на болту, резьба только вот как раз с этой стороны. Вот. Завтра я собираюсь прикупить подходящий экстрактор и его аккуратненько вкрутить и выкручивать. Вот. Очень надеюсь, что у меня с этой стороны все получится. Мне предложили тут сварку использовать, но я, честно говоря, тут все близко. И если ты неправильно там что-то приваришь, если уж болт оторвало, вот там чуть-чуть сварки на кончике, мне кажется, это такое вот. Не хочу я тут сварку применять, потому что это как бы последний шанс. Если я не смогу здесь экстрактором открутить, то даже не знаю, что делать. Вот. Поэтому на этой нотке на сегодня все. Матч отложен из-за погодных условий. Завтра с новыми силами, с новым экстрактором будем творить чудеса. Закручиваю колесо и поехали. Никуда оно не денется, потому что если уж я выкрутить его не могу, то, соответственно, и по дороге оно тоже не выкрутится. До завтра. И после того, как обломился первый экстрактор, я воспользовался вторым, более мощным. Обломился и он с обратной стороны. Теперь самая тяжелая ситуация. Я попытался все решить сваркой, но оказалось, что все настолько плохо и хорошо захрясло, что никак сварка не получалась. То есть я наращивал вот этот вот столбик, как видел тоже там на некоторых видео, пытался приварить через шайбу гаечку несколько раз. Ну что, болт я буду сейчас обваривать. Наварил сначала шайбу, нашел такую прям великолепную, как будто она прям здесь была. Вот, немножечко смазки, чтобы она приклеилась. Вот, покажи.
диаметр внутренний чуть меньше, чтобы я не зацепил и не приварился к чугунине, хотя это в принципе достаточно сложно, она не варится. Поэтому буду сейчас пробовать двоечкой, потом троечкой, потихонечку наращивать этот болт через шайбу, потом варю, скорее всего, одну из этих гаек. Или поменьше попробую, или сразу большую. Что пойдет. Будем пытаться прогревать. Сам шрус, чтобы не разбирать ничего, да, кулак не снимать. Сам шрус я обернул мокрой тряпкой и еще прикрою вот таким вот стальным этим. Как он? Лопата. Совком. Совком, да. Сам шрус я еще прикрою вот таким вот стальным совком. Вот. Прогрею немножечко и буду пытаться откручивать. Желайте мне удачи. Только не смотри на слабо. Да. Сварочный у меня хоть и инверторный, но я варю электродами, поэтому могло вот там вот где-то не довариваться, ничего. Мой сосед мне любезно одолжил полуавтомат. Мы попытались там что-то приварить, но все равно сварку срывало. Ну, бывает такое, что прям вот приварил, чик, все отлично. Нет, прям вот обламывало сварку. 5 или 6 гаек я испортил, болты, и ничего не добился. Сложив руки, собрав все, поехал домой, потому что, ну, если я не могу выкрутить этот болт, он по дороге тоже не открутится, но ездить так я не стал, конечно, в течение недели, передвигался на велосипеде. Благо мне только вот рядышком надо было. Осталось всего лишь все высверлить. Да, но если высверливалось достаточно, в принципе, хорошо, если брать там двоечку, троечку и переходить на большие диаметры, а у нас 10 мм болт, то, в принципе, это, ну, достаточно не проблемно было сделать. Но когда в болту уже спрятаны с двух сторон вот эти вот обломившиеся экстракторы, они, ну, как метчики, они из твердой, сплавной стали. И получается, что их высверливать ужасно. Пришлось покупать вот сами сверла из твердосплавной стали. Ну, конечно, вот их тоже вот обломило, вот, когда чуть дальше зашел, и, ну, сильно сточило. После 2,5 часов высверливания и десятка сломанных сверл я наконец-то увидел положительный результат. Да, вот пришлось снять рулевой наконечник. Покажи он оттуда, как выйдет сейчас. Конечно, высверливая, я логически высверлил и резьбу. И вы скажете, о, что же теперь делать-то, Серег? В этом наборе ТРВ, где новая шаровая, которую мы сейчас заменим без всяких проблем, был ремонтный болт. Вот он. Он сам по себе длиннее. Длиннее, ну, приблизительно сантиметр, да, 10 миллиметров. Я еще потом замерю сейчас. Я нашел вот японскую гаечку. Теперь я собираюсь продеть ее насквозь. Можно использовать еще шайбочку даже, хотя она, в принципе, сама вот такая вот затягивающаяся с шайбой. И, соответственно, как вот болт с гайкой. Вот такое крепление будет теперь удерживать мою шаровую опору. Такой крепеж идеальное решение. У многих производителей, на многих автомобилях идет такое с завода, поэтому никаких проблем. Но и Subaru у нас любит вот выделываться. И в этой цапфе, да, в этом поворотном кулаке, внутри, в чугунине, вырезали резьбу. Вот, и получается, мой старый болт, он закис на шапке. Закис вот с этой стороны, да, вот он, получается, здесь полностью завальцевался. Ну, и, конечно же, если посмотреть, там вот усики, да, вот они должны соединяться. И между ними всегда образуется щель. Она никогда полностью не закрывается. Она где-то около, ну, 1,5-2 миллиметров. Туда постоянно попадает вода, реагенты, песок, грязь. Все это за 9 лет закисло так, что мам не горюй. И, конечно же, болты обламываются. Вот. Иногда обламываются как раз вот на этом месте, серединка, потому что вот сам болт, вот видите, да,
Он здесь 10 мм, по резьбе он чуть меньше. И вот здесь у него слабое место. Мне же так повезло, и высверливать придется только вот с одной стороны, да? Мне же так повезло, что мне пришлось весь болт сверлить. Так что сейчас все снимаю, все убираю, чтобы ничего не мешало. И наконец-то начнем вынимать шаровую. Снимаем гайку, которая удерживает саму шаровую. Ее теперь нужно выдернуть из нижнего рычага. Очень часто люди вот как раз монтажкой пытаются это сделать. Вот она уже начинает ходить, да? Вот так можно соскочить и ударить по резинке шруса и, не дай бог, порвать его. Вот я делаю вот так. Молодец, хорошо захрясло. Я прикупил недавно самый дешевый съемник, который только мог найти, в виде вилки. Сейчас воспользуюсь им. Вот такой вот съемник рулевых тяг. Ничего сверх. Такой увесистый, рукоятка удобная. Все, что надо сделать, получается забивать, да, и он на расширение идет и должен вытягивать. Ну, в принципе, ничего сложного, да? Должно получиться. Должно. Вот она. Представляешь, не могла справиться, да? Пришлось еще один рычаг найти. Ну вот. Осталось только вынуть ее совсем. Вот так. Вот она, наша шаровая. Дурацкая шаровая. Сломанная. Поэтому мы этим и занимаемся, да? Какие же мы молодцы, что не заплатили сервису, делаем все сами. Ты рад? Да, тот же самый съемник буду использовать для того, чтобы вот его теперь с этой стороны выбить. Кстати, можно использовать, мне кажется, обычный перфоратор. Вот так вот бить, вот так вот и выбивать ее к чертям. Кстати, можно немножко еще вот сюда вот, чтобы раздвинуть, вбить небольшую отверточку. Вот у меня есть небольшая ударная. Она поможет расклинить. Интересно, а он сам нашел, да? Вот, я вот сейчас, вот смотри. Немного расклиниваю. Есть, да? Так, а теперь нужно будет просто найти вот этот край, пытаться выбить. Так сильно все захрясло, я даже не знаю. За 9 лет так сильно поверить не могу. На Тойоте такого не было. Так, ну смотри, вот он весь расколотился, а вынимать еще надо. Ну что ж, я пока здесь поработаю, как только закончу, позову. Вот так вот. Смотри, как, кстати, работает. Слышно? Можно настраивать инструменты. Вот она какая. Конечно, все в этой ржавчине ужасной. Она даже заросла ржавчина вот здесь. Боже мой. Замечательно. Ну, понятно. Помог мне замечательный мой перфоратор Пит. Недавно вот смазали редуктор. Прям вот. Тра-та-та-та-та-та. И все отлично. Фу, не ожидал я, что вот такое вот будет приключение-то у меня. Вот, немножко разжал. Сейчас все зачищу. Все промою, уберу. И будем ставить новую шаровую. Закругляемся и поедем кататься.
Сейчас все это дело зачищу и обязательно смажем какой-нибудь медной смазкой. На будущее, чтобы все было отлично. Итак, все, я прочистил и промыл. Чтобы лучше заходило. Немножко смажу медной смазкой. Итак, вот он наш оригинальный болт. А вот тот, который был с ТРВ. Ну, в принципе, они идентичные, да, только, мне кажется, что у ТРВ даже он как-то это помассивнее и, конечно, он длиннее. А насколько он длиннее? Так, оригинальные 56 миллиметров, а ТРВ 65 на 9 миллиметров. Ну, отлично, отлично. Этого как раз хватит, чтобы мне накрутить вот эту замечательную гаечку. Тоже японская, откуда-то у меня осталась. Она хоть сюда подходит, хоть сюда, да? Резьба одинаковая, отлично. Ну и так, для сравнения. Вот она, оригинальная, а вот от ТРВ, оригинального качества, как они говорят. Отлично. Смотри, здесь еще дополнительный вот шестигранник для того, чтобы удерживать, когда закручиваешь гайку. У меня есть оригинальная гайка, такая в виде короны, и вот это вот с пластиковой втулочкой. Вот какую лучше поставить? Наверное, ту, которая оригинальная, да? Старая. Старая? Да, какая она старая? Или поставить новую, да? Или две сразу? Да. Две сразу нет. Не хватит. Ладно, посмотрим. Значит, мы теперь должны ее сюда уместить. Как она? Хорошо заходит? Да, зайдет отлично. Вот, супер. Прям вот нужно обязательно в это отверстие, в это как окошко смотреть, и чтобы вот этот паз, он был прям один в один. Да, потому что наш болт должен пройти как раз вот по этому пазу и вот так вот его зафиксировать. Мало того, что он еще сожмет, да, вот эти усики, так еще и вот будет удерживать здесь. Ну, хорошо придумано. Так что ставим. Но вначале поставим ее сюда, я немножко подтяну. Угу. На будущее. Хорошо было. Ей нужно именно вдавиться, поэтому обязательно ее закрутить. Так. Смажу тоже здесь все. Посадочное гнездо и здесь заодно. Нужно одной рукой опустить нижний рычаг и поймать его. Так сказать, насадить на наше отверстие. Так, немножко пощелкать туда-сюда. О, ха-ха, смотри как, а? С щелчком. На своем месте? Так, да, вот вижу. На своем месте. Хорошо зачистили, поэтому хорошо зашло. Так, все, моя тряпка уже больше не нужна. Мокрая, которая как раз защищала резинку шруса, потому что я здесь прогревал горелкой. И что я заметил, когда сверлил? Если нагреть немного болт, и, соответственно, внутри вот этот вот экстрактор, да, вот этот метчик, то он тоже становится более-менее мягкий и лучше проходит в него сверло. Можем затягивать. 50 ньютон-метров. Отлично. На всякий случай фиксатор резьбы с той стороны капнул.
Я наконец-то сделал это. Чертовски рад. Потому что это все немного расстраивает, конечно. 50 ньютон-метров, как я сказал, затягиваем болт. И теперь вот эту гайку на 25 ньютон-метров. Отлично. Ура! Наконец-то все работы завершены, потому что я на самом деле приезжал сюда раза 3, точно, да. Первый раз обломил болт, потому что хотел записать видео, как можно заменить шаровую опору, как бы сам процесс. Приезжал сюда я уже, наверное, несколько раз, точно. Первый раз вот обломал болт, какой-то экстрактор мне дали, обломал и его. Второй раз приехал, обломал свой экстрактор, пытался что-то там просверлить, подварить. На третий раз вот как раз вот варил всеми сварочными аппаратами, какими только мог. Ну, я вечерком приезжал, когда вот после дел. И сегодня, ну сколько, 2,5 часа высверливал. Купил эти дорогущие сверла. Ну, они по 560 рублей, ну, в 10 раз, наверное, дороже, чем обычные. Высверлил, все нормально. Теперь болт, получается, заходит полностью, затягивает. Если кто-то думает, что ну, ты нарушил оригинальность, да, конструкции субаровской техники, вот у них была там резьба, а теперь вот болт с гайкой. Я вам хочу сказать, что каждому болту нужна гайка. Инструмент такой вот интересный, помог. На Озоне купил, самый дешевый взял. Ну, на самом деле мне приходились все мои инструменты. Даже вот этот гаечный ключ, который я обрезал, где менял рулевой рейки, вот эти вот проставочки. Я обрезал там ключ 32-й, вот даже он помог, то есть получается его огрызок я подставлял и вот выстукивал. Ну вот так вот. Настолько все захрясло за 9 лет, ё-моё. Может... Конечно, я считаю, что японцы молодцы, и все у них хорошо, и дороги, скорее всего, хорошие, не такие, как у нас с реагентами, но все-таки это ужасное решение для российских дорог. Ну просто катастрофа какая-то. Болт, который закисает и с левой стороны, и с правой стороны, и посередине с этими усиками. Это, конечно, караул. Ну, на самом деле эти болты обламываются, ну, в 80% случаях. Что можно сделать, чтобы не обломать его? Ну, наверное, греть заранее, проливать ВДшкой или даже лучше, наверное, тормозной жидкостью. Она намного так вот ядреней хорошо проникает. И потихонечку пытаться. Но это все равно не гарантирует, что будет результат успешный. Скорее всего, обломите. Но если вы обломите болт или когда-нибудь в сервисе, то имейте в виду, не используйте экстракторы. Экстракторы – это такое зло. Возможно, есть какие-то хорошие там американские, какие-то там 4 аббревиатуры, я посмотрел, там DPD, FEC, они вот, да, вот они там накручиваются, выкручиваются с гайкой какой-то, супермощные. Но все, которые я смотрел, которые на Алиэкспресс, на Озоне, там везде вот продаются, которые вот в строительных магазинах, вот эти удлиненные с квадратом, они все ломаются только так. А высверлить их из-за того, что они каленые, ну, это очень интересная задача, я хочу вам сказать. Ну, я справился, так что, если вам было интересно видео, обязательно поддержите его лайком. С вами был Сергей Перетягин. До новых встреч в эфире и пока.